Всем привет! Вы смотрите канал Дачный удел. Меня зовут Ольга, а мой муж Денис где-то за кадром тоже иногда комментирует. И, конечно, помогает мне делать все, что я показываю. Сегодня расскажу и покажу вам немного, какие стеллажи можно сделать из остатков стройматериала. После укладки полов у нас остались обрезки разных досок. В данном случае мы взяли одну доску толщиной 4 сантиметра и несколько кусков брусков толщиной 3 на 5. Одну из толстых досок Дэн распилил на 3 части. Длина каждой части 36 сантиметров, а бруски у нас в длину 80 сантиметров. Эти деревяшки перезимовали на террасе нашего дома. Она хоть и под крышей, но дождевая вода все же попадает, особенно когда дождь косой и сильный ветер. Поэтому доски временами намокают, потом сохнут, потом опять намокают. В общем, такой цикл. Доски достаточно ровные, а вот о брусках этого не скажешь. Они довольно кривоваты. И в целом материал не особенно-то подходит для того, чтобы из него делать мебель. Но сейчас все деревянное стало практически золотым из-за цен, поэтому мы смело беремся за дело. Не пропадать же добру. Сейчас я снимаю уже готовые части стеллажа, которые мы будем собирать, и поэтому они такие достаточно гладкие и выглядят прилично. Я обрабатывала их шлифмашинкой. Довольно долго. То, что было изначально, это было гораздо страшнее. Поэтому и бруски тоже выглядят более ровными. Перед сборкой все части стеллажа нужно без ошибок разметить. В помощь плотницкий карандаш, уголок и металлическая линейка. Эти досточки – это будущие полки. Я скрепила их струбцинами, чтобы было удобнее, они не съезжали. Вот здесь вот видно, что мы отпилили их не очень точно, но в целом это не страшно, погрешность возможна. Все-таки мы не настоящие плотники. И я отмечаю линию, вдоль которой будет прикрепляться потом брусок. С одной стороны и с другой стороны. А потом переверну и еще раз так же. Я отступила от края по 2 сантиметра. Отмечаю на каждом бруске 10 сантиметров от края. А главное не ошибиться. Это расстояние от пола до нижней полки. Чтобы стеллаж стоял устойчиво и его не перекосило, нужно отмечать одинаковое расстояние на каждом бруске. Вот видно, что я не ошиблась. Стеллаж стоит ровно и устойчиво. Это муж мне помог и уже прикрутил нижнюю полку к брускам. Для сборки стеллажа мы использовали универсальные саморезы, которые купили в Ашане. Они толщиной 3 мм и длиной 40 мм. Если у вас стандартные саморезы 3,5 мм, то лучше просверлить под них отверстие тоненьким сверлом, чтобы дерево не треснуло. На брусках есть пометки для средней полки. Я сначала не знала, как будет лучше, на каком расстоянии от пола ее прикрепить, и отметила несколько высот. Третья полка у стеллажика крепится к самому верхнему краю брусков. Дальше получилось как всегда. Делаешь, и снимать процесс очень сложно. Следующие 2 полки мы прикрутили в 4 руки. Я держала и говорила, где прикручивать, а муж жужжал шуруповертом. И вот готовый стеллаж. Себестоимость его – это цена саморезов, которые мы купили в Ашане, плюс время, которое мы на него потратили. Сборка заняла не очень много времени, а вот ошкуривала я его довольно долго. Остатки досок, из которого мы его сделали, конечно, не бесплатные, но их цена учитывалась в цене пола. Так что стеллажик такой дополнительный бонус. По-моему, получился очень милый. Как раз для такого деревенского дачного дома. Что называется, дешево и сердито.
Высокий стеллаж был не первым. Чуть раньше я собрала такой вот стеллаж-скамейку с двумя полочками. Этот стеллажик длиной 60 сантиметров. Я собрала его по той же технологии, что и высокий. Только дополнительно покрасила акриловой краской, а верхнюю полку покрыла лаком. Не хотела закрывать природный узор изъян. Такая вот простая мебель у нас получилась, почти из ничего. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Будем рады вашим лайкам и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока!